Тайцзи-цюань для меня ассоциируется с музыкой. С музыкой джазового оркестра, в игре которого объединены звуки всех видов инструментов. Например, струнные — это красота движений с их мягкостью, текучестью, целостностью и эстетизмом. Сюда также великолепно вплетается оздоровительный аспект, когда занимающийся в любом возрасте чувствует себя в хорошей физической форме. Его жизненные энергии находятся в равновесии, а тело гибкое, легкое и подвижное. Позы тайцзи выравнивают структуру всего физического тела, убирают мышечные зажимы, учат правильно перераспределять вес тела. Это, в свою очередь, убирает лишнее напряжение в суставах. Формируется правильная осанка. Человек становится центрированным и целостным. Он перестает бессознательно сутулиться. Движения и походка становятся мягкими и изящными. В теле, где нет мышечных зажимов, происходит здоровая циркуляция энергии. Улучшается кровоснабжение всех органов. И, как следствие, осуществляется своевременное очищение организма. И даже если присутствуют хронические заболевания, то движения тайцзи могут в значительной степени помочь человеку избавиться от них, особенно если к формам добавить правильные дыхательные гимнастики. Сами по себе плавные, перетекающие движения в тайцзи – это уже динамическая медитация, которая дает возможность успокоить ум, прийти к ощущению осознанного действия. В этом случае останавливается внутренний диалог, прекращается непрерывный анализ, и занимающийся начинает понимать, присутствовать, находясь здесь и сейчас. Это дает возможность наполниться энергией, перезагрузиться, избавившись от негативных эмоциональных состояний, оказывающих разрушительное влияние на человеческий организм, легко настроиться на позитивные состояния, что в свою очередь оказывает восстанавливающее воздействие на нервную систему и все тело в целом. Если тайцзи рассматривать только как оздоровительную гимнастику, то даже этого далеко не мало. Но это всего лишь небольшая часть того, что несет в себе это искусство. В гармонии движения можно услышать звуки ударных инструментов. Ударные инструменты – это, несомненно, боевая часть, ведь каждое движение в тайцзи-цюань имеет глубокий смысл прикладного характера. Они не фиксированы и в момент применения видоизменяются в зависимости от обстановки. Важен принцип. Музыкант учится нотной грамоте, затем годами осваивает технику игры на инструменте и лишь потом, при наличии таланта, может играть музыку, рожденную вдохновением, духом. Так и в тайцзи-цюань, для того, чтобы прийти к спонтанности, вдохновенному бою, необходимо потратить годы на изучение форм и понимание основных принципов. За грациозностью и красотой действа скрыта мощнейшая боевая техника, задача которой максимально эффективно вывести из строя, уничтожить противника. Здесь в априори эффективность действия, а не его эффектное исполнение. Здесь нет правил и ограничений. Большая часть ударов наносится открытой ладонью в самые жизненно важные места противника, такие как горло, глаза, шея, позвоночник, локтевые и коленные суставы, основание черепа, половые органы и так далее. В основе своей приемы, направленные на захваты и переломы, построены так, что действие должно быть доведено до конца.
Его практически невозможно сделать в полсилы, иначе оно просто перестает иметь какой-либо смысл. Коротко говоря, боевая техника тайцзи-цюань создавалась для применения ее в реальной ситуации, когда жизни бойца непосредственно угрожает смертельная опасность. Исходя из этого, проведение соревновательных состязаний по тайцзи-цюань с включением в них всех аспектов техники просто невозможно. Иначе спарринг между бойцами может закончиться трагично. В соревновательный аспект тайцзи была взята лишь небольшая часть того, что называется искусство тайцзи-цюань, а именно одиночное выполнение форм, ну или тао, где по бальной шкале оценивается мастерство спортсмена с учетом стилизованной техники исполнения и затраченного на это исполнение времени. Парная же работа ограничена жесткими правилами и больше напоминает некое действие, связанное с толканием друг друга, мало похожее на реальный бой. Но даже и в этом случае спортсмены достаточно часто получают серьезные травмы. Могу сказать, что прозанимавшись год в монастыре, мой учитель начал меня потихонечку предлагать выступать на соревнованиях местных по туй-шоу. И был такой эпизод, когда мы приехали на одни из соревнований, и мне пришлось выйти с очень крепким парнем, который, как китаец, был выше меня, наверное, на полголовы, хотя я тоже не маленького роста, 1,85 м. Он был не старше 30 лет, был очень крепкого сложения, я ничего не знал о нем. И мне пришлось с ним состязаться, туй-шоу. И я его выиграл по очкам 5-0. И когда это произошло, в конце этот парень китаец чуть не порвал на мне одежду. Для меня это было, конечно, очень неприятно. Но Шифу сказал: ты не переживай, этот парень чемпион Китая по туй-шоу, весовой категории до 80 килограмм. Ты выиграл чемпиона Китая. Конечно, спортивное представление не дает возможности увидеть всю многогранность, действенность и эффективность тайцзи-цюань. Это просто еще одна грань великого искусства, где желающие получают возможность на этом уровне реализовать себя, получая от этого радость и удовлетворение. Вернемся к боевому разделу тайцзи, вернее к той части, которую можно назвать философией. А это еще одна грань. Я бы определил ее как вступление звуков органа или клавишных в гармоничное звучание струнных и ударных инструментов. Орган. Гармония. Гармония в нашем сердце наступает тогда, когда мы своим осознанием проникаем в суть вещей, начинаем понимать законы мироздания, видеть причину и знать следствие. Но помимо понимания и знания, здесь очень важно привносить эту гармонию в свои реальные действия. То есть философия должна стать неотъемлемой частью жизни, и только в этом случае человек может добиться реальных результатов. В философии тайцзи нет дуальности, нет деления на плохое и хорошее, злое и доброе, если не считать злом невежество. Соответственно, в технике нет противопоставления. Удивительным образом она сочетает в себе мягкость и жесткость, вернее, дает возможность естественным образом из мягкости развить жесткость, где жесткость проявляется лишь в последнее мгновение. И чем большая мягкость развивается, тем большая жесткость может быть проявлена. Ведь для того, чтобы подпрыгнуть, нужно присесть. В тайцзи короткий удар фокусирует силу,
а длинный рассеивает ее. Но для того, чтобы научиться делать движение коротким, необходимо научиться длинному движению. Так же, как и для того, чтобы стать быстрым, необходимо научиться быть медленным. Как видим, здесь разные усилия не противодействуют, а дополняют друг друга. В энергетическом аспекте тайцзи есть такое понятие, как полное движение, то есть, двигаясь в одну сторону, необходимо осознавать и чувствовать движение в противоположном направлении. В конечном итоге занимающийся приходит к тому, что в движении нет движения, в усилии нет усилия, в действии нет действия. Помимо такого эффекта, как энергетический захват, это дает возможность сохранять центрированность, находиться в равновесии и быть устойчивым. И опять в этом случае два противоположных усилия только дополняют друг друга, сохраняя гармонию и естественность. В покое рождается движение, а движение как покой. «Меняйся сообразно противнику, и явятся чудеса духа», говорил мастер Ван Цзюньюэ. Бой — это музыка, рожденная вдохновением. В нем нет рамок, правил и ограничений. Это спонтанность и бесформенность, в которой присутствует своевременность и адекватность данному мгновению. Размышления во время боя неприемлемы, так как они вырывают участников из потока течения естественных действий, что чревато неминуемым поражением. Тайцзи-цюань является мощнейшим оружием, и с пониманием этого становится ясным нежелание многих мастеров раскрывать его секреты широкой публике. Ведь каждый из них несет ответственность за свои знания, за то, кому они передаются и как ученик может их использовать. В этом случае моральная составляющая не просто обязательна, она стоит на первом месте. Ученик должен быть готов к знаниям, они не должны его разрушать, они должны дать ему силу. А для этого он также должен научиться нести ответственность за свои поступки. Это значит никого не обвинять в своих бедах и неудачах. Принять, что случайностей в этом мире не бывает, и любая ситуация, в которую мы попадаем, является следствием наших предыдущих действий. Ученик должен быть справедливым и поступать по совести, особенно в тех случаях, если эти поступки на первый взгляд не несут выгоды. Избавиться от гордыни, но сохранить достоинство. Наполнить свою индивидуальную душу любовью и светом. Стать смиренным, то есть начать жить с миром в сердце, исключив в себе такие проявления, как вспыльчивость и гнев. То есть абсолютно избавиться от агрессии внутри себя, а в этом случае внешней агрессии будет не за что зацепиться. Поэтому и говорится, что воин не тот, кто победил в 1000 битвах, а тот, кто смог победить сам себя, кто смог избавиться от негативных черт своего характера, кто смог достичь состояния безмятежности. Считается, что лишь такому ученику мастер может передать истинные знания. Естественно, возникает вопрос, зачем человеку безмятежному, доброжелательному, с миром в сердце и полным отсутствием агрессии боевое искусство? Но истина в парадоксе. В истинном мастерстве нет мастерства, в истинной воле нет воли. Истинная любовь похожа на безразличие. Чтобы стать сильным, необходимо признать свои слабости, а для того, чтобы признать слабости, необходимо иметь силу. Замкнутый круг. Чтобы его разорвать, нужно открыть в себе резервы, которые проявляются лишь когда человек доходит до точки, когда больше нет возможности жить по-старому. Это трансформация. По-настоящему сильный не может быть агрессивным. Ведь причина любой агрессии – страх.
Гордыня преобразуется в достоинство, не требующее самоутверждения, жестокость в справедливость, раздражительность в приятие, фанатизм в знании, хитрость и лицемерие в совестливость, а сама энергия страха видоизменяется в энергию любви. Понимание физической смерти дает возможность оценить жизнь. Жизнь прекрасна во всех своих проявлениях и одновременно очень хрупка, а отсюда лучший бой тот, которого удалось избежать. Это другой уровень тайцзи. Это не просто философия, это начало пути духовного развития, способ постижения своей истинной божественной природы. В этом смысле он ничуть не хуже других направлений. Ведь истинные знания не противоречат, а дополняют друг друга как пазлы, складываясь в целостную мировоззренческую картину. Орган, органичность, гармония возможны только когда такие составляющие человеческого существа, как дух, душа, ум, энергия, физическое тело, целостны. Между ними нет противоречий. И здесь привнесение высокой морали в свою повседневную жизнь, в социальные взаимоотношения является важнейшим фактором. Конечно, только мы сами определяем, привносить ли грань духовной составляющей в свою жизнь. Но необходимо знать, что только в этом случае мы сможем осознать и почувствовать более высокие и тонкие энергии. А сейчас можно вернуться к нашему оркестру, в котором еще не заиграл весь арсенал духовых инструментов. Для меня духовые инструменты в тайцзи-цюань символизируют одну из самых загадочных, недоступных материалистическому уму граней. В китайских традициях внутренних систем боевых искусств она имеет название цзинь – внутренняя сила. В своем трактате о тайцзи-цюань мастер Ван Цзюньюэ пишет: усвоив правильное движение, можно постепенно перейти к пониманию силы цзинь, то есть внутренней силы. А от понимания внутренней силы можно перейти к духовной просветленности. В наше время даже люди, продолжительное время занимающиеся такими системами внутренних направлений, как синьки, багуа, айкидо, тайцзи-цюань, отрицают или сомневаются в феномене энергетических проявлений или воздействий. На это можно сказать только одно. То, что мы думаем, тому и соответствует. То есть, насколько человек ограничивает свое осознание, там он и находится. Достигший мастерства в работе с внутренними энергиями вряд ли станет обучать сомневающегося и тем более отрицающего энергетические проявления человека, говорящего: «Я не верю, докажите». Ни один уважающий себя мастер заявителю подобного ничего доказывать не станет. И в лучшем случае отнесется к нему нейтрально. Ведь такие заявления изначально отрицают саму суть, основу великого искусства тайцзи-цюань. Подвергают сомнению умения истинных мастеров внутренних систем не только древности, но и наших современников, которые показывают безграничные возможности человека и с чистым сердцем пытаются поделиться своими знаниями и умениями, которые дались им кропотливым трудом. Разве здравомыслящий, имеющий отношение к боевым искусствам человек, может предположить, что такие мастера нашего времени, как Морихей Уэссиба, Ши Минь, Вэн Пэйши, Сяо Вэйцзя, Виктор Сяо и многие другие вводят в заблуждение, обманывают все мировое сообщество, интересующееся этой темой?
Однако невежество способно на все. «Не мечите бисер», сказано в Библии. «Не обучайте тех, кто ни во что не ставит других, кто непочтителен к старшим, в ком нет добра, кто бессердечен и не внушает доверия», говорили старые мастера. И они были правы. До знаний нужно дорасти. При правильных занятиях ученик, утончая свое восприятие, за физическим действием начинает чувствовать энергетическое проявление. Ведь без энергии не может быть физического действия. Развивая способность осознавать, чувствовать и управлять биоэнергетическими процессами в себе, занимающийся может проецировать это умение на партнера или противника. Для этого нужно научиться сливаться с ним. Как говорил один из моих учителей, ты должен стать им, ты он, ты там, ты зеркало, в котором отражаются все действия противника, ты и он одно. Только в этом случае возможно полное присоединение и, как следствие, перенаправление энергии противника, а вслед за перенаправленной энергией следует и его физическое тело. Таким образом, воздействуя на энергетические опоры, импульсы и потоки противника, мастер всегда на шаг впереди, так как он видит не физическое движение, а воспринимает его энергетическое проявление. Дальнейшая работа над утончением восприятия и развитием чувствительности приводит к тому, что практикующий начинает чувствовать энергию намерения. В классических трактатах написано: ум направляет энергию, за счет энергии проявляется физическое действие. В данном случае под умом подразумевается намерение разума, реализующее посредством воли энергетическое действие, которое в свою очередь на физическом плане проявляется как движение физического тела. Хочу сейчас сильно, а потом со всей силы. Так, чувствуя энергию намерения, присоединившись к ней, можно научиться управлять и намерением противника. Можно рассеять его, сорвать или перенаправить. В этом случае у противника возникает ощущение, что он что-то хотел сделать, но почему-то забыл или сделал совершенно другое. Еще более высокий уровень управления мыслью, когда у потенциального противника и мысли не возникнет. Работает ли это в реальной ситуации? Полноценно это только в реальной ситуации работает. И именно тогда, когда жизни угрожает реальная опасность, открываются скрытые резервы человеческого организма. И все наработанные навыки проявляются мощно и в полном объеме. Многолетние занятия оттачивают волю, наращивают внутреннюю силу, и с возрастом удивительная сила цзинь не ослабевает, а только усиливается. В отличие от мышечной силы, которая в любом случае с годами становится слабее, и в этом несомненное преимущество внутренних систем. Тот же легендарный мастер Ван Цзюньюэ в своем каноне
Тайцзи Цюань пишет: «Если вникнуть в слова 4 унциями опрокинуть 1000 фунтов, то станет ясно, что победу одерживают не посредством физической силы. Когда 80-летний старик может противостоять целой толпе, разве можно такого достичь только за счет скорости?» То, что я говорю, это, конечно, краткое изложение, но сейчас и не стоит задача детального описания этих процессов. К тому же, за столь короткое время это просто невозможно. Плюс это всего лишь мой взгляд на Тайцзи Цюань, совершенно не претендующий на истину в последней инстанции. В 500 году до нашей эры Сунь Цзы в книге «Искусство войны» сказал: «Сражаться с противником и победить его – не высшее достижение. Высшее достижение – победить, не вступая в сражение. А лучше противника сделать союзником, но это уже мое дополнение». История возникновения Тайцзи Цюань? А разве может быть история возникновения музыки? Музыка небесных сфер была всегда, со дня сотворения мира. Название Тайцзи Цюань появилось всего лишь в XVIII веке благодаря мастеру Ван Зонгуну, а само искусство было всегда. Однако необходимо выразить благодарность китайскому народу, который сохранил эти знания, пронеся их через тысячелетия, и сейчас дарит всему человечеству. Так что же такое тайцзи? Это великий предел, который не имеет предела. Великое начало, великое единство. Сфера, идеальная форма, не имеющая формы. Тайцзи – это жизнь.